Здравствуйте, друзья! Сегодня снова вернемся к зарядке кинопленки в кассету. Дело в том, что недавно один парнишка как бы побоялся сам заряжать, хотя я ему скидывал видео. Может быть, я там немножко неправильно объяснил, я имею в виду, там прозрачная пленка, по-моему, была, и все это так сумбурно показал, как заряжать кинопленку. И он не решился сам заряжать, попросил, чтобы это сделал я. Естественно, тут почтовые затраты туда-сюда. И я хочу, чтобы вы не тратились на это и не теряли время, а научились сами заряжать кинопленку в кассеты, которые вы видели, их очень много, и популярные кассеты. Есть еще, по крайней мере, один вид я видел точно многоразовых кассет, но в руки мне не попадались. То есть я видел в интернете. Ну, вот только такие у меня как бы. Если вам попадется кинопленка вот в таком виде или в таком виде, вот здесь написано в кассете. В кассете. Значит, это у нас одноразовые кассеты, которые не нужно самому заряжать. Просто вставляете в кинокамеру. Желательно покупать вот в таком виде. То есть бывает продают, но почему-то вот в распечатанном виде. Она должна быть вот так вот запечатанная. Когда запечатанная, доступа воздуха к ней практически нет. Уже практика показала, что вот в такой упаковке кинопленка сохраняется лучше, чем у меня там видео есть, где я как раз сравнивал. Если брать в одноразовых кассетах, вот где написано в кассете, то обязательно, чтобы вот попросите у продавца, чтобы показал, что она именно находится вот в такой серебристой упаковке. Вот еще одна тоже. Они есть, они появляются периодически. Так, ну ясно. Это у нас это многоразовые. Но у нас сегодня тема вот про одноразовые. И как их зарядить правильно, чтобы она у нас пошла в кассете. Имеет два замка. Вот они. Вот по ходу объектива сверху и снизу. Нужно одновременно нажать на вот эти два ребристых места для того, чтобы его открыть. Можно по очереди немножечко одну часть, потом продолжить немножечко вторую. Но сделать нужно это практически, я имею в виду, что без перекоса, иначе можно сломать вот эту часть можно сломать, если потянуть, не оцепив вторую часть. То у меня был случай, переломал так, правда, я в спешке. У нас находится это подающий такой отсек, да, и приемный, с приемной катушечкой. Так она выглядит. Есть тут механизм от саморазматывания, то есть крутится в одну сторону, в другую блокируется. Он там немножечко раз, и он заблокировался. А в эту сторону он наматывается. Это для того, чтобы витки, когда мы транспортируем где-нибудь в кармане или еще в сумке или еще где-нибудь, чтобы витки не распутались. И когда вы включаете кинокамеру, чтобы минимальное было время на то, чтобы затянуть эти витки, и пленка, значит, наматывалась правильно. Как я ее заряжаю? Ну, это делается все в темноте. Всегда делается в темноте. Кассеты, кинопленки, вернее, для многоразовых выпускались вот в таких коробках, в таких и в таких. Вот написано на сердечнике. Вот сердечник у нас выглядит вот так вот. Вот это сердечник. Вот он. Вот такой сердечник. Он под ширину кинопленки и диаметр для того, чтобы был легкий ход. Можно, конечно, любую трубу сюда, если у кого нет. Почему я говорю? Потому что есть варианты самому сделать намотку из
от подобных современных кинопленок, которые сейчас продаются. Ну, можно их приобрести, в всяком случае не проблема. Но если вы берете просрочку, то вот это вот у нас, вот видите, здесь написано на сердечнике. И здесь на сердечнике. Это цветная, это черно-белая кинопленка. Буквочка S означает, что это перфорация типа супер. То есть она меленькая, она мельче, чем, я вам покажу, вот обычная перфорация. Плохо видно, потому что прозрачная. Вот я вот так. Возможно, будет видно. У нее шаг немножко отличается. У супер у нее чуть-чуть больше шаг. Хотя она и мельче. Вот сейчас давайте я сейчас попробую их соединить где-то. Вот я возле пальца вот здесь вот начал. И у нас перфорация. Сейчас, сколько тут у нас кадриков? Она через какое-то время повторится аж вот здесь. То есть вот видите, вот это расстояние уже здесь чаще кадры получаются на один кадрик, чем здесь. Это сделано для чего? Для того, чтобы увеличить размер кадра немножко. Так как у супер у нее побольше кадр за счет мелкой перфорации и вот за счет вот этого вот немножко от шага перфорации тоже. У этой частота 18 кадров в секунду, на 2 кадра быстрее. Больше съедает пленки. В той 16 кадров в секунду. И в этой еще и шаг перфорации сам. Чуть-чуть больше, чем с обычной перфорацией. Все, супер, мы разобрались. То есть буквочка S это значит у нас супер. Если у нас обычная у меня тут под рукой нету. Хорошо. Цветные, черно-белые, вот так они выглядят, да. Естественно, эти в кассетах, это все понятно, потому тут уже ясно, что в кассете, значит, это супер. Где у нас тут супер? Ну вот супер 8 крупно написано, видите, да. А здесь кинопленка одинарная типа S. Тоже, вот видите, да. Хотя ее никуда не всунешь, даже ни в какую в обычную она не помещается, она только для супер предназначена. Так, далеко ушел. Сейчас я покажу вам. Значит, запомните сразу, вот когда устанавливаете, у вас должна быть перфорация сверху. И как бы сама пленка идет против часовой, намотка. То есть не то, что мы наматываем, а то, что сама пленка, вот она смотрит против часовой стрелки, в левую сторону. Так она должна быть. Эмульсии внутрь, это она идет с завода, упакованная, всегда эмульсии внутрь. Вот так вот. Эмульсии внутрь. И она идет с сердечником. Вот он, сердечник. И чтобы вы не запутаться, можете посмотреть. Вот на кассете должен быть вырез тоже сверху. Перед началом зарядки имею в виду. И когда вы вставляете в кинокамеру, он тоже вставляется вот таким вот образом. Это у нас низ, это у нас верх. Укладываем пленку в подающий отсек. И теперь заводим за вот этот ролик. Этот ролик. Вот он такой. Он в кассете один только такой вращающийся. С той стороны его нет. Там тормозящий ролик. Здесь он ролик качения а там. И заводим аж сюда. Вот так вот. Заводим вот за вот это место. Вот таким вот образом. Вот. То есть, когда мы заряжаем подающий отсек, тут у нас проблем нет в плане того, что здесь нет выступов, видите, да? В темноте, естественно, вы должны определить, где вот это место. Всегда вот,
нащупать двумя пальцами можно легко вот этот вырез. Все, вы не ошибетесь, будете знать, где у вас. А здесь вы пружиночку так. Пальцем, ага, значит вот так. То есть не так, не так и не так. А вот так. Когда вы завели кинопленку в это место, теперь нам нужно зарядить ту сторону. Но для того, чтобы не потерять тот подающий, вернее, приемный ролик, чтобы его не потерять в темноте. То есть так мы можем раз, и он где-то укатился у нас, и мы потом не сможем его найти. И бывали у меня такие истории, просто вот раз, и где-то укатился, и все. Для этого я с тех пор заряжаю всегда так. Вот сейчас давайте еще раз я заряжу на место, да, вот как изначально мы зарядили. И для того, чтобы у нас вот эта часть не выпала, мы закрываем. Мы можем даже закрыть, вот нажимая на вот этот ребристый и на вот этот, можем даже закрыть вот в такое положение. Вот в такое положение кассету. Теперь мы можем снова ее открыть. Это как один вариант. Второй вариант, то есть открыть, но уже вот в этом положении. Второй вариант — это когда вы, не закрывая полностью, вот в таком положении, не закрывая полностью, просто пальцем толкаете на вот этот вот приемный ролик и толкаете всю кассету, прижимая ее вот к этой верхней части корпуса. Вот толкнули, все. И одновременно переворачиваете. У вас теперь там закрыто, но оно, естественно, нигде не зафиксировано, ничего. У вас теперь есть возможность зарядить на приемный ролик. Вот как я сказал, вот здесь вот тоже есть такой выступ, да, похожий, но он идет как подтормаживающий, он не без ролика. Он так и должен быть без ролика. Для того, чтобы когда кинокамера начинает натягивать кинопленку, в этом месте она, значит, трение ее и пленочку приостановит, и тогда она не вырвет, не будет выдергивать пленку вперед раньше, чем ее не подаст сам грейфер. Все, дальше мы заводим вот в это место. Дальше, дальше и дальше. Все, вот мы завели уже в приемный отсек. Теперь здесь есть такая... Сейчас я тут немножечко... Я мудрил. В общем, там в кассете идет... Изначально с завода идет вот такой вот тонкий кусочек, отрезанный тонкий кусочек, для того, чтобы можно было заправить вот в этот вот приемный ролик. Он сделан чуть-чуть длиннее, ну, вот примерно так. Он тоже наматывается так, чтобы у нас пленка была, только теперь уже перфорация внизу. И тоже для того, чтобы у нас то же самое, что он должен смотреть влево. Вот таким вот образом. То есть у нас вот крутится по часовой. Против часовой он блокируется, видите, да? Он там может один щелчок пройти, но в итоге он все равно заблокируется. Но заряжать нужно вот таким вот образом. Просовываете вот в это маленькую такую щель и можете английская буква Z, зигзаг сделать, если у вас получится. И у меня, например, не хватает вот этого. Ну, я видел, ко мне приходили кинопленки, где обычно я делаю вот такой немножечко раз и назад возвращаю. Желательно его не сплюскивать, как вот я сейчас сделал, да, а постараться его уложить именно
колечком таким. Почему? Потому что здесь большое, эта щель, она немножко больше, чем хотелось бы. И если мы даже ее сплюснем, кинопленку, она все равно пролезет. Поэтому нужно немножечко ее... Я даже делал, знаете, как вот так виточек делал, такую восьмерку как бы, и возвращал уже назад, тогда она более-менее еще держалась. Еще делал варианты... Вот она, в общем, она всегда выпадает. Это такое... Ну, не всегда, а немножечко прихватилась, и можно ее уже заряжать. Но нужно обязательно намотать пару виточков, чтобы она, пленка сама себя держала. Вот таким вот образом. Но вы можете иметь вот такой кусочек заготовленной изоленты. Чуть-чуть уже, чем кинопленка нужно, желательно. Ну, чтобы она поместилась вот в это место. Вот так вот. Ну и каждый раз нужно новую, потому что она в итоге она теряет свою клейкость и может выпасть. В этом случае мы просто тогда делаем так. Приложили кинопленку, где-то половинку так вот в темноте тоже нужно научиться, и сюда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть. Я неправильно, надо перевернуть, вот так вот. После этого вставляете, просовываете как по вот этим вот щелочкам и тоже заводим за вот этот штыречек. Вот за вот этот штыречек, вот так вот. Потому что пленка может попасть вот сюда случайно. Это неправильно. Так, это неправильно. Ее нужно заводить аж за тот штыречек. Вот так вот. И сделайте пару виточков. Все, теперь в этом случае у нас уже, когда мы эту крышку закрываем, в этом случае у нас немножечко проблематичнее, потому что у нас здесь вырез. И для того, чтобы мы не толкнули, мы же не видим ничего, все делаем в темноте, можем случайно вот так вот сделать, понимаете? Для этого, для того, чтобы этого не было, просто нужно пальцем прижать столик. И, может быть, даже вот таким вот образом сначала завести эту часть легонечко, да, и потом заднюю часть. И потом одновременно и то одеваем замки. Вот так вот. Все, кассета собрана, но это еще не все. Во-первых, вы должны проверить, идет ли ваша пленочка. Замок у вас не даст ей возможность раскрутиться, и она себя там держит, да? Если мы на изоленту имею в виду. И еще эти кассеты, они все немножко разные. У некоторых плотно садятся, а у некоторых, видите, как здесь вот есть люфт. И когда мы из кинокамеры вынимаем, когда у нас боковая загрузка, то мы можем случайно вот из замка может выскочить и открыться ваша кассета с драгоценными отснятыми кадрами. Для этого нужно просто кусочек, желательно изоленты. Вот так вот. Вот в это место. Либо скотч, либо изоленту. И все, и у вас уже пленка уже будет гарантировано, что она не выскочит. И видите, тоже есть люфты, но они как бы там свет не проходит. Там этого достаточно. Все. Вот так вот кинопленка у нас работает. Проверить тоже можете маленькую метку
нарисовать чем-нибудь, неважно чем, вставить кинокамеру, полсекунды нажать и посмотреть, вытащить и посмотреть, прошла или не прошла. Если прошла метка, значит ваша кинокамера тянет кинопленку, все в порядке. Почему я еще говорил за вот эти вот, то есть если у вас нет таких вот в наличии, если у вас есть кассета, но нет такого сердечника, его можно вырезать с любой трубы для отопления. Сильно большой брать не стоит, потому что у вас намотка пленки будет меньше. Почему я говорю для вариант, когда вы сами готовите кинопленку для намотки? А еще бывает, знаете, какая ситуация? Бывает, что вы купили кинопленку, просроченную кинопленку, всегда в темноте размотать. То есть вот вы, ага, сам же заклеил, сам и забыл. Изоленту желательно, чтобы было видно, что у вас там желтого цвета, голубого цвета, чтобы было видно, что у вас там есть, что у вас заклеено. Желательно кинопленку в темноте размотать. Размотать до самого конца. Потому что она со временем склеивается вот в этих... Она, может быть, вот так даже попробуйте, у вас она не получится вот так сделать. Она бывает так приклеивается жестко просто, и поэтому аккуратненько вот снять ее. Не как-нибудь вот так, а именно вот так, чтобы потом была возможность ее не спеша намотать снова. Это для того, чтобы у вас, когда вы снимаете на кинокамеру, чтобы у вас не было дрожаний из-за того, что камера пытается ее выдернуть, вот эти вот склейки. Вот нужно помочь, нужно перед тем, как заряжать кинопленку, желательно вот, я так делаю. Разматываю и тут же ее сматываю обратно. Это я имею в виду, чтобы, если что, тут 21,5, 22 миллиметра. 21, да, 21, чуть меньше даже. То есть можно взять 21,5, этого будет достаточно. Я имею в виду внутренний диаметр трубы, которую, если вдруг у вас нет такого сердечника. Она мелочь, но нужна, потому что без него, если вы заправите без него, он просто в один момент зажмется и все, и у вас камера встанет. Мы ее будем тянуть, она в итоге зажмется. Вот, видите, раз и зажалась, все. Все, и у вас камера встанет. Поэтому сердечник обязательно нужен. Почему я продолжу про сердечник, да? Потому что есть вариант делать кинопленку из вот этой. Я уже там есть тоже видео, но просто уже в одно закину, чтобы было понятненько. Вот такая выпускается Foma Pan R. Написано 16 миллиметров. Но обязательно должна быть пометочка DS8. Обязательно. Потому что то, что здесь нарисовано, это не соответствует тому, что в действительности, скажем так. Здесь просто нарисованы два варианта кинопленки. Это для обычной, с обычной для обычного формата 16 миллиметров, а это для формата обычного или же для формата Super 16. Он отличается чем? Только лишь тем, что имеет одностороннюю перфорацию, и все. С другой стороны нет перфорации, она как раз вот для формата Super 16 окно распиливается, либо кинокамера уже готовая, она больше, само окно, вот в эту сторону. Вот так, если правильно. Это окошечко чуть-чуть больше.
У меня кинокамера Красногорский, одну из них переделал на Супер 16. Вот прям у меня там почти до самого края у меня изображение есть. Когда снимаем на этой, оно залазит на эту перфорацию и получается... А с этой стороны черное место. Вот. То есть Супер 16 это не говорит о том, что там какая-то перфорация там мелкая или еще что-то, да. Нет, только из-за того, что Супер 16 это кинокамера Супер 16, которая может снимать на кинопленку и двухстороннюю, и одностороннюю, но рекомендация именно односторонняя для того, чтобы весь кадр поместился и не мешали вот эти вот перфорации второй стороны. Поэтому ошибочно, когда меня просто тоже спрашивали, Супер 16, какая там перфорация? Там такая же самая перфорация, просто сама кинокамера уже снимает именно формат Супер 16, просто окно немножко увеличенное. Это не 16:9, там другое, там может быть 14:9 или как бы. Ну, в общем, оно не полноценное 16. Вот это вот вам, грубо говоря, Супер 16 и 16 миллиметров. Но когда у вас пометочка DS написана вот на вот такой коробке, значит у вас находится кинопленка 16 миллиметров, но с двух сторон она вот такая мелкая перфорация идет. Она предназначена для либо резать, либо использовать кинокамеру для супер, именно для DS8. Такие кинокамеры, как Quartz 2/8 S3 или там Quartz, в общем, где есть пометочка S, именно для 8-миллиметровых кинокамер, не для 16. Это не соответствует действительности, потому что здесь есть пометка DS8. Если вы собираетесь снимать кинокамерой типа 2/8, но с пометочкой S, вам, значит, только вы отмеряете метраж. Как метраж меряется? Вот у вас есть какая-то намотка кинопленки. Вы достаете, там у вас 30 метров. Здесь 30 метров. Вот видите, 30,5 метров. Но вам в кинокамеру типа Quartz 2/8 S3 нужно намотать вот на такие вот ролики, на такие бобинки. А они имеют, на них можно намотать с гарантированной такой подстраховочкой, чтобы не засвечивать, я имею в виду, не увеличивать, не наматывать вот так вот, чтобы аж заподлицо. А нет, вот она примерно вот так должна быть намотана, но так на глаз сложно ее намотать. Поэтому желательно, чтобы вы себе приготовили какое-нибудь место для намотки. То есть элементарно можно взять, сейчас я что-нибудь, спичку, 2 спички, у вас какие-нибудь 2 спичечки, и вот вы себе на столе наклеиваете вот эти спичиночки себе, да, пошире там какой-нибудь скотчик пошире. С одной стороны и с другой стороны. Вот вы наклеили. Все. У вас есть на каком-то расстоянии, вы измерить. У меня, например, стол 75 сантиметров. У меня есть столик небольшой. Вот я на нем все и меряю. 75 сантиметров. То есть, если мне нужно намотать 15 метров, с такой вот 15 метров, я и делаю их 20 раз. Если мне нужно намотать с большой огромной бобиной, да, 300-метровой, или там 122 метра, намотать себе, например, для кинокамеры Красногорск, 30 метров мне нужно, тогда мне нужно 40 вот таких протяжек сделать. Это если у меня расстояние 75 сантиметров. Ну, оно как раз и по ширине рук, и нормально, и по всему. То есть вы берете вот из такой коробки, в темноте, обязательно в темноте,
Достаете оттуда, там будет такая же вот, только для 30-метровой для кинокамеры, для кинопленки в 30 метров. И просто отмеряете. Вот. Вот у вас одно расстояние. Можно так, так. А на пол можете постелить в какой-нибудь таз хозяйственный. Можете кинуть туда простынь. Простынь для того, чтобы оно там ничего не царапалось. И все. Дальше. Вот у вас один раз. Отмерили. Взяли в этом месте. 2. Дальше придерживаете опять. 3. 4. 5. И так далее. И так далее. И вот эту часть вы бросаете туда, в таз, с правой стороны. Ну, я так. Может быть, кто левша, там, может, удобно с левой стороны, влево. Так я отмеряю расстояние, кинопленку себе по метражу. Чтобы не было лишнего. Во-первых, кинобачок стандартный, да, где 15 метров. Если мы намотаем 16, как бы кажется, что о, да, 16, можно вместить сюда расстояние, ничего страшного. Но потом просто в кинобачке человек, который вам будет проявлять, или вы сами будете проявлять, у вас просто кусок отрежется в любом случае. Он будет мешать, вы можете не заметить, он может быть пойти вторым слоем, он у вас в итоге склеится при проявке, и вы просто его выкинете. Поэтому лучше мерить вот стандарт. 15, 30, там, ну, например, кинокамера Красногорск имеет 30 метров, поэтому там, если вы проявляете в стандартном 15-метровом бачке, тогда там 2 куска у вас выйдет. Даже не 30,5, даже не 30,5 желательно, да. Потому что, ну, все равно там, ну, 30,5 может быть и влезут, я имею в виду пополам, если четко разрезать, да. А если в таком бачке, да, там 30,5 зарядится, я имею в виду в 30-метровом. А так вот таким вот образом. Вы измеряете вот это расстояние. Вот сколько у нас здесь это расстояние? Ну, примерно 18, не 18, а сколько вот у нас? Так, 15, да, где-то 18 сантиметров. Вот это расстояние. Значит, вы просто берете по формуле и делите, сколько вам нужно. Так. Просто по формуле. Вот у вас 15 метров, вам надо разделить на 18 сантиметров. По сколько берем? По 9 многовато, наверное, по 8. Да. 8,64. Правильно считаю. 6, 0 и тут, ну, 3. Значит, вам нужно, если у вас расстояние вот такое короткое, значит, вам нужно 15-метровый кусок сделать, сколько там, 83 раза. Да? Правильно сказал? Посчитал правильно? Так многовато получилось, что да? Или правильно? Надо 83 раза. И вот вы берете и отмеряете. 1, 2, 3, 4, 5. И вот это все бросаете туда. 6, 7, 8, 9, 10. Ну, это просто здесь короткое место, расстояние. А так, у меня, например, 75 сантиметров я себе отмерил. У меня столик 74,5. И вот я знаю точно, что мне нужно. Надо 20 раз, 20 отрезков. И у меня выйдет 15 метров. После того, как я себе отмерил 15 метров, я беру нож. Это все в темноте происходит, естественно. Как перфорацию порвать? Вот так. Я имею в виду пленку порвать. По перфорации загибаете. Вот так вот загибаете.
и потом она легко рвется. Все, вот вы в темноте. Эмульсия. Можете на язык попробовать. Где липнет, там у вас и эмульсия. Эмульсия вот здесь специально, видите, в темноте можно тоже определить здесь ямкой с красненьким таким углублением, углубление с красной краской. Ну, в темноте его не видно, поэтому вы на язык пробуете, где у вас эмульсия. И вот у вас эмульсия с этой стороны. Вставляете в нож. Это если вы готовите для кассеты. Если вы для кассеты готовите многоразовой. И вынимаете, у вас пошли две пленочки. Вот они, 2 по 8. И тянете до тех пор, пока у вас не будут два отрезка вот таких вот, да? Вот у вас 2 отрезка. Там лежат где-то у вас 2 отрезка. Вы можете сделать так. Оттянули немножечко и, как я вам говорил уже, но эмульсии внутрь, перфорация должна быть сверху. Вы можете найти этот кусок из этих двух, потому что вот один, видите, один будет как бы конец, а другой будет начало. Поэтому вот так вот против часовой стрелки должна быть намотка. Эмульсии внутрь. Все это можно попробовать в темноте. На язык, как говорится, и все. И если вам будет удобно, намотали, взяли в руку, дальше оттянули, там пару метров, там, например. Опять наматываете. Ну, это для того, чтобы вы потом в темноте не мучились вот с таким серпантином, когда у вас одна и другая перепутаются. Она легко разматывается, не спеша, но я иногда делаю так. Взял, раз, один кусочек, намотал, придержал его в руке, беру, оттягиваю, там пару метров, опять эту сторону наматываю, так просто падает в сторону. Потом, когда вы уже намотали, у вас доходит, вот у вас в таком виде кинопленки. Вот так они. Вот. Эмульсия сейчас на меня смотрит, на камеру. Вот это у нас будет начало, когда вы намотали. После того, когда вы уже дошли до конца, вытянули эти 2 пленки, у вас вот так получится. Вы можете эту не отпускать. Придерживаете ее. Нож отложили в сторону. Ее придерживаете. Эту доматываете. Домотали и куда-нибудь там ее завернули в черную бумагу. И разбираетесь уже с этой. Берете другой такой же сердечник. И уже это уже у вас начало. То есть то, которое там было, это было, теперь оно уже начало. Вот, видите, я переворачиваю, вот эмульсия. И точно так же мы ее наматываем. Тоже вторую намотали. После этого вы берете свою кассету и заряжаете, как я уже показывал. Хотел короткое видео снять один. Вот так вот. Значит, рекомендую приобрести вот такой вот ломонож. Очень хороший. Я его немножко регулировал. А бывает, что, знаете, как вам со временем может где-то у кого-то как-то хранился, он может поржаветь внутри. У меня один так поржавел немножко. Я его разобрал. Вот эти вот 2 винта. Вот эти. Это у меня именно корпус разбирается, по-моему, да. А вот эти винты маленькие, это регулировочные. Это вы можете сами подрегулировать, если у вас кинопленки не совпадают по... То есть после того, когда вы порезали, вы можете их сложить. Вот так вот. Вот так вот. И проверить.
Ну или штангенциркулем. Я обычно так перегибаю и проверяю толщину, ширину. Все, ширина 8 миллиметров. И вторую сторону тоже меряете. Восемь миллиметров. Ну, чуть-чуть, вот я вижу, что немножко разница есть. Тут чуть-чуть тоньше получается. А возможно в начале еще. В начале, когда вытягивается, тоже может идти наперекос немножечко. Ну, допускается там какие-то 8,1, 7,9 допускается. Все это кинокамера, это, как говорится, скушает. Но желательно я еще пересмотрю, буду дорегулировать вот эти вот этими. Один отпускаем, а другой поджимаем. И потом на краску садим, для того, чтобы они не поменяли. Ну, оно все равно даже с этими небольшими погрешностями работает нормально. По 16 и по Супер 16 я объяснил, что перфорации у них совершенно одинаковые. У них нет различия. Только не должно быть вот этой надписи. Если вы покупаете Фомпа R, должно быть просто 16 мм без вот этой надписи. Никаких 8 не должно быть. Если есть восьмерка, значит это либо с обычной перфорацией намотка идет, там где идут перфорация в 2 раза чаще. Вот видите, да? Она в 2 раза чаще. Она соответствует, картиночка соответствует 16 миллиметрам. Но если есть восьмерка, значит там вот такая может быть. А если DS 8, значит S это супер. Double S. Переводится как бы. Ну, они свеженькие. 25-й год там. Даже если вы возьмете и лет через 5 вы ее поснимаете, ничего с ней, она будет нормально работать. Фома, ну я имею в виду черно-белая пленка, она более такая живая на протяжении. Хотя как бы рекомендации вот до вот этой даты ее использовать. До сентября. Ну, я ее, по-моему, пару лет назад купил, помню. Уже. Так, вот с этими маркерами вы разобрались, да, как мерить. Так я меряю. Я просто беру, оттягиваю. Отмеряю 15 метров. Сначала вот такой вот, двойной. А потом уже ее режу. Потом ее уже режу вот таким ножом. У меня выходит вот с такой коробки. Она выйдет 4 кассеты. 4 кассеты. И вырез в этом месте нужно сделать соответствующий 100 единицам. Чуть-чуть, ну, в общем, там сколько у меня, сейчас скажу сразу. От начала вот этого вот среза, видите, да? От начала у меня получается 12 миллиметров. 12 миллиметров вот это расстояние для 100 единиц. Потому что, если у меня такая еще есть, сейчас посмотрю, я имею в виду неподготовленная на... Потому что у меня тут и на 200 уже есть готовые. Да, ну, в общем, у меня нету сейчас. Потому что у меня вот на 200 подготовленная. Она такая же. Нет, чуть-чуть меньше. Сейчас, сколько тут у нас? А тут 15 миллиметров. Для 200-ки 200Т 15 миллиметров здесь. Да, тут даже... Нет, 12,5, что ли? По-разному сделано, что ли? Видимо, что-то я... А, нет. Да, больше 12. Больше 12. 12 и 3 где-то. 12,3 я немножко ошибся. Где-то не дотянул что-то. Но здесь...
Ага, тоже разное. Это я, видно, в разное время делал. И я вот не помню, какая из них у меня точнее показывала. Ну, посмотрим. В общем, эти вырезы сами сделаете уже сами, и если это уже, если платформа Pan Air. Так, ну что, друзья, вроде бы так все объяснил. Обязательно сердечник, ведь я даже вытащить не могу. Вот видите, да, сколько пленки получается, когда вы разрезаете ее в темноте. Но ее не сложно. Вот вы берете перфорацию, определяете. Потом она, видите, она в принципе тянется в сторону эмульсии. Значит, у нас где начало? Нужно искать вот в эту сторону искать. Находить вот этот край и потом наматывать. Вот таким вот образом. Это будет начало. Хорошо, всем пока. До новых встреч. Не забывайте отблагодарить меня лайком в ту или иную сторону, кому как зашло. И до новых встреч.